Hi guys! Ривернот на связи. Сегодня нам предстоит разыскать убийцу Отто, разъяснить огромную тайну, какой-то заговор, который, возможно, связан с убийством барона Ротфогеля. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возьмите что-то покушать, поесть, но мы начинаем. Итак, первым делом начнем с гостиницы «Золотая Десница». Получается, узнать, слышат ли они что-нибудь от горожан от смерти Отто. Его гастхаус находится на лугу за городом. Так вот. И пойдем как раз поговорим. Хана. Здравствуйте, Андреас. Нравится ли вам здесь? Вполне сносно. Если честно, я отвык от таких комнат. Спасибо, Хана. Все просто замечательно. Отрадно слышать. Мы разместили вас в лучшей комнате нашего двора. Могу ли я еще чем-то помочь? Нет, спасибо, еще увидимся. На самом деле, да. Вы весьма решительно выступили против Отто на пещерной земле. Почему? Как я уже говорила, мне не хочется, чтобы пострадал кто-то еще, особенно сейчас. Не надо больше смертей, одна и так уже случилась. А как же крестьяне, не тоже на краю гибели? Все еще не понимаю, почему вы против Отто не призывал к насилию. И при этом вы не согласились с Отто, он был против насилия. Мне очень их жаль, честно, но они не платят нам за двор. Нам с мужем надо как-то зарабатывать на жизнь. Золотая Десница живет на деньги паломников, путешествующих ремесленников, Андреас. Если бы Отто добился, чего хотел, все бы скатилось в тартарары. Да. Взгляните на Швабию. Закон нужен, чтобы жить удобно, комфортно и цивилизованно. Идеи Отто меня напугали. Веский мотив, чтобы избавиться от Отто. Сейчас лучше определенно не стало. Отто единственно сдерживал Питера. Я сделаю все, чтобы найти убийцу и вернуть покой на улице, Хана. Господи боже, я об этом не подумала. Я буду молиться, чтобы все закончилось быстро. Мне нужно работать, мастер Малер. Если вам что-то понадобится, обращайтесь. Take care еще. Идем дальше. Да благословит тебя Господь. Хорошо. Добрый день, мастер Малер. Мастер Малер, верно? Здравствуйте и добро пожаловать в Золотую Десницу. Меня зовут Ника Бергер. Мы с женой Ханной держим этот гастхаус. Гостиница или таверна для путешественников в сельской местности, которой, как правило, владеет и управляет одна семья. Гастхаус. А наш сын Килиан нам помогает. Кажется, мой мальчик вчера проводил вас в комнату. Вам все понравилось? Вполне. Эх, не совсем те условия, к которым я привык. Все прекрасно, спасибо. И рад это слышать, очень рад. Когда вы прибыли в город, один из местных жителей сказал, что вы уже жили здесь несколько лет назад. И? Да, я был художником в аббатстве. О, ясно. Говорят, вы расследовали убийство. Хотите, чтобы я расследовал еще одно? Да, из необходимости. В преступлении обвинили не того человека, моего друга. Я слышал, что это сделал приор аббатства. Он принес барона в жертву, когда совершал некий дьявольский обряд. Ясно. Не хочу об этом говорить. Нет, не было никаких обрядов. Барона не приносили в жертву. Кто вам такое сказал? Это просто слухи. Люди болтают, знаете ли. Что ж, это неправда. Похоже, за 7 лет убийства обросло новыми подробностями. Не хотелось вас обидеть, мастер Малер. Просто эта история кажется мне очень интересной. Мне нужно идти. Это не выдуманная история. Все произошло на самом деле. Погибли 2 человека. О, да, конечно. Повторяю, не хотел вас обидеть. Ладно, не буду вам мешать. Вообще-то я хотел вас кое о чем спросить. Может, кто-то из ваших гостей говорил об убийстве Отто? Слышал ли я, чтобы кто-то обсуждал убийство? О нет, думаю, такое бы я запомнил. Впрочем, я стараюсь не послушивать чужие разговоры. Не хочу, чтобы на меня накричали или еще что похуже. Лучше попробуйте поговорить с посетителями. Обычно пиво развязывает людям языки. Угостите всех выпивкой и попытайтесь удачу. Вы ведь все равно пробудете здесь некоторое время. Интересная идея, может позже. Почему бы и нет, попробовать стоит. Тогда присядьте, люди потянутся сюда, когда закончится рабочий день. Эй! Андреас говорит, что он всех угощает.
Пока вы не слишком обрадовались, я хочу сказать несколько слов о человеке, которого потерял Тассинг, об Отто Циммермане. Я не займу у вас много времени, обещаю. Отто был остолопом. Отто был простым человеком, как все мы. Отто был хорошим человеком. Отто был простым человеком, как все мы. Но он всегда был готов заступиться за людей этого города. Он ненавидел настоятелей аббатства, но он был таким же прекрасным плотником, как его отец до него. Тассинг потерял хорошего человека. Он был любящим мужем Эвы и прекрасным отцом своему сыну по имени Отц. Все его добрые дела на земле обязательно зачтутся ему на небесах. Надеюсь, сегодня апостол Петр проявит великодушие. За Отто! Уважаемые, сегодня праздник. Пожалуй, не стоит столь усердно напоминать Отто. Мы не лютеране. Слишком поздно. Клиент зато действительно сажают выпивкой. Надо узнать, смогу ли я выяснить что-либо об убийстве Отто, пока не в состоянии говорить. Ну, погнали. Барбара. Это вас нужно благодарить за выпивку. Не стоит, угощайтесь. Меня. На здоровье. Честно говоря, я хотел тебе почтить память дорогого друга, которого больше нет с нами. Просто поднять за него кружку и сказать несколько слов в его честь. Это благородный жест. Спасибо. Да, спасибо. Сюда было нелегко добраться из Мюльтфорда. Мы хотели посетить святилище Святого Маврикия, но сестры сказали, что оно закрыто из-за каких-то неприятностей. Похоже, монахи укрылись в аббатстве от крестьян. Можно и так сказать. Кажется, они пытаются защитить это место от бесчинствующих христиан, если они явятся сюда. Так здесь это тоже происходит? Что значит тоже? Вы слышали о шахтерах в Зальцбурге? О нет, мастер Андрас, звучит не очень хорошо. Все будет в порядке, не теряй веру. Отсюда мы вряд ли можем на что-то повлиять, Каспар. Я постараюсь. Прошу прощения. А что вы говорили о путешествии к святилищу? Наш священник велел мне совершить паломничество в это место, после того, как Господь спас жизнь моего маленького козленка. Очень рад за вашего козленка. Она говорит о мальчике. Филипп, вон там. Проклятие. Филипп, слезай с этого стола. Не ругайся, отец. Ну ладно, ладно. Мальчишки могут выбивать из колеи. Порой ничего другого и не остается, как ругать. Хе-хе. Так или иначе, мальчик забрался на дерево, когда спрыгивал рукой, зацепил доску и с торчащим гвоздем. Его рука опухла и стала похожа на жирную свинью, лоснящуюся под солнцем. Обязательно ли описывать это именно так? Но ведь так и было. У него была ужасная лихорадка, казалось, кровь закипала у него под кожей. Я молилась Господу за спасение моего козленка, и на следующий день случилось чудо. Истинно так, прямо на следующий день. Стоит благодарить Бога, ему очень повезло. Лихорадка могла прекратиться сама собой. А я и собираюсь, поэтому мы здесь. Я спросил нашего священника в Мюльтфорде, как можно отблагодарить Бога. Учитывая травму моего козленка, он велел нам совершить паломничество к деснице Святого Маврикия. Филипп, слезай, я сказал. Теперь вы понимаете, почему мы расстроены из закрытого святилища. Конечно, надеюсь, вам не придется ждать слишком долго. Просто подождите еще несколько дней, какая разница? Все это скоро уляжется. Просто между крестьянами и аббатом возникло недопонимание. Вам виднее. В Зальцбурге эта чепуха продолжается уже несколько месяцев. Возможно, это вина Мартина Лютера. О, Филипп! Прошу прощения, мальчишка не слушается. Не за что. Мы знакомы? Возможно, я путешествовал немного, когда был моложе. Ага, наверное, в этом дело. Спасибо, что вернули мальчишку. Вы были здесь в канун Дня Святого Иоанна? Нет, мы только сегодня утром приехали, а что?
Нет, я просто спросил, ничего важного. Я пытаюсь выяснить, был ли кто-то в городе причастен к смерти моего друга. Не думаю, что мы могли бы с этим помочь. Ну ладно, в любом случае спасибо. До встречи. Увидимся. Такс. Хорошо. К кому следующему можем подойти? Узнать там. Что да как. Эмуэль. Или Замуэль. Андрас Малер, кажется. Вы остановились в Золотой Деснице, верно? Прошу прощения, не думаю, что мы раньше встречались. Откуда вы меня знаете? Да и да. Я тоже, меня зовут Эмуэль Грау. Я набираю парней в Ландскнехты. Ну, буду набирать, когда тут появятся настоящие мужики. Прошу прощения, не думаю, что мы раньше встречались. Откуда вы меня знаете? Люди поговаривают, что несколько лет назад из-за тебя погиб приор аббатства. Технически так и есть, но подобное утверждение опускает важные детали произошедшего. Над ним был справедливый суд и подобающий закон последствия. В каком-то смысле да. Нет, это неправда, даже не смейте спорить со мной. Но сами виноваты своей смерти. Как скажете, я ничего не смыслю в законе. Как раз рассказываю юному Хансу и Фабиану о жизни Ландскнехта. А платят хорошо? А опасно ли? 4 гульдена в месяц. И да, это опасно. Важно также и то, что требуется самостоятельно покупать себе снаряжение. Дорого? Ну, от 30 до 15 гульденов. Проклятие, это больше, чем 10. Да, именно. Больше 10 на 3. 4 или 5. У тебя есть 10 гульденов? О, нет, конечно, ни одного гульдена. Глядите только, с кем мне приходится иметь дело, Малер. Эй, ты, мальчик. Я? Да, похоже, твоя семья еще не совсем обнищала. Не хочешь присоединиться? Ну что, уже устал быть моим подмастерьем? Этот мальчик мой ученик. О, прошу прощения, я и не думал вас оскорбить. Все в порядке. Я понимаю, Каспар хороший парень. Вы не думаете, что это глупо? Переходите с подмастерья художников в солдаты. Я не подведу, мастер Андрас. В таком случае, не желаете ли сыграть в карты, чтобы скоротать время? Мы играем в Ландскнехт. Наемники, служащие в императорской армии по всей территории Священной Римской империи, отличаются красочной и яркой одеждой, свирепостью и короткой продолжительностью жизни. Ха-ха-ха. Мне кажется, я как-то играл в эту игру в борделе. Я не знаю такой игры. Ну и по моим правилам вы еще не играли. Но я все объясню по ходу. Сыграем? Почему бы и нет? Правила тут простые, парни. Слушайте внимательно. Запомните самое главное. Если в центре оказалась такая же карта, как та, что у вас в руках, вы победили. А вот если совпадающие карты уходят в сброс, ваши шансы на победу падают. Ведь в колоде всего 4 карты каждого типа. В начале каждого круга каждый игрок должен сделать ставку. Нас 4. Ставим мы будем по пфеннигу. После того, как ставки сделаны, сдающий мешает карты и раздает их всем игрокам за столом, включая себя. Эти карты сдаются лицевой стороной вверх, поэтому мы сразу знаем, с чем нам придется играть. Достоинство карты начинает играть роль только если мы разыграем всю колоду. Но это может повлиять на вашу стратегию. В этой игре самая старшая карта королева, а за ней идет король, а затем фермер. Каждый ход вы можете поднять или оставить такую же ставку, а также выйти из игры. Довольно просто. В колоде 40 карт, моя собственная карта и еще 3 дополнительных карты могут принести мне выигрыш. Думаю, я могу рассчитывать свои шансы на победу. Сделать ставку. Тем не менее, если кто-то из игроков поднимет ставку, остальные игроки должны будут менять свои ставки. После того, как ход сделан, мы сбрасываем 3 карты и снова возвращаемся к ставкам. Пас. Одну карту выкладываем посередине. Если достоинство карты одного из игроков совпадает с этой картой, то соответствующий игрок выигрывает. А если не совпадает, мы снова выкладываем карты до тех пор, пока не появится победитель, и пока не перебираем все карты в колоде.
Поздравляю, Ханс. Играем по-настоящему, вы бы выиграли деньги. Если у нас закончится карта, победит карта более высокого достоинства. Если такие карты будут у нескольких игроков, победитель определяется по старшинству мастей. Самая старшая масть — листья, за ними идут сердца, бубины и желуди. Хорошо, теперь сыграем в настоящую игру. Тринадцать 1%. Пас. Ханс побеждает, хорошо. Теперь, когда мы завершили этот круг, создающий передает колоду игроку слева от него. Теперь этот игрок становится создающим на новом круге. Не менять ставку пока. Ну, сделать ставку, допустим. О, а можно ли нам пиво, Эмуэль? Почему бы и нет, раз мастер Малер платит. Прошу вас, мальчики, наслаждайтесь. Спасибо. А мне нравится госпожа Ханна. Отец говорит, она носит еду мужчинам в ратуше. Мой отец говорил, она постоянно там, довольно странно. Может, это просто проявление христианской доброты. Ну же, мальчики, вернемся к игре. 26, не менять ставку. 26,9. Ну, сделать ставку. Я думаю выйти из игры. Спасибо за игру, на этом закончим. Конечно. До встречи, Андреас. Я лично не любитель азартных игр, и вас к этому, конечно же, не призываю. Потому что даже на этом примере мы смогли увидеть то, что мы не выиграли деньги, и больше всего мы потеряли. И несмотря на то, что Ханс и Эмуэль выиграли один раз, не исключает того факта, что вы очень много потеряете. Поэтому я не продолжал играть, так как я могу потерять все. Поэтому я и не играю. Поэтому на этом мы закончим нашу серию. Как мы видим, возвращение Баура, Золотая Десница. Мы еще не закончили. В следующей серии мы закончим разговаривать со всеми в этой гостинице. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте меня поддерживать. Пишите свои догадки, что будет в следующей серии, кто убийца. Ну а пока всем пока!